переросшая рассада – это настоящее горе для дачника. Мы сейчас вырастим с вами здоровую, хорошую рассаду. Уже 45 дней, а он обладает 3 цветущими кистями. Следующий шаг зачастую дачники пропускают. Ой, ну это просто сокровище. С одного куста можно получить больше 10 килограмм, если у них уже потекли. У меня тоже. Добрый день, дорогие дачники, садоводы, огородники, все те, кто интересуется загородной жизнью. С вами Анна Акинина, нетипичный фермер. Это растение насчитывает более 10 тысяч сортов и гибридов. И не просто так. Оно любимо всеми дачниками. И это растение томат. Тема программы «Жизнь с нетипичным фермером» – посев и уход за томатами. Среди томатов тоже есть свои рекорды. Самый максимальный вес томата был зафиксирован в штате Оклахома, США, и весил томат 3,5 килограмма. Ежегодно в Испании проходит фестиваль, который называется «Ла Томатина». Тысячи посетителей кидаются друг в друга овощами, и около 150 тысяч помидор отправляется прямиком в мусорку. Томаты используют для приготовления приправ, консервируют и, конечно, сушат. При сушке томат теряет в весе 80-90%. Я хочу обратить ваше внимание на сроки посевов рассады. Обычно для томатов это среднее значение 45-55 дней. Это возраст рассады, которую вы должны высадить на постоянное место в открытый грунт, либо в теплицу. Но с современными технологиями выращивания эти сроки сильно сдвигаются. Рассада растет гораздо быстрее, если вы используете мощные фитолампы. И, например, моему кустику уже 45 дней, а он обладает 3 цветущими кистями. При посадке томатов я точно не рекомендую ранние посевы, потому что переросшая рассада – это настоящее горе для дачника. А уж тем более, если вы выращиваете индетерминантные сорта и гибриды, то есть неограниченного роста. Ведь в высоту такие томаты растут прямо в рассадном горшочке, а мы должны высадить в грунт коренастую и здоровую рассаду. А чтобы в дальнейшем получить максимальный урожай с наших томатов, мы сейчас вырастим с вами здоровую, хорошую рассаду. И посев мы начнем с выбора емкости. Вы, наверное, помните, как сажали наши мамы и бабушки. В одной емкости росло большое количество семян, всходили они плотной щеткой, и рассада, как нам казалось, вырастала замечательной, здоровой и крепкой. Другие дачники выращивают одно растение в одном стаканчике. И кто же в этом случае прав? Давайте разбираться. Я выращивала рассаду этими 2 способами и, конечно, тестировала. Сегодня я предложу вам альтернативный метод выращивания. И сажать мы будем не в пластиковые горшочки и контейнеры, а вот в такие мешочки. Когда я только стала огородником, я искала для себя подходящий рецепт грунта. Каких производителей я только не использовала, и пришла к тому, что свой идеальный рецепт грунта я сделала сама. Сегодня я поделюсь с вами этой рецептурой. Я считаю, что грунт для рассады должен быть очень рыхлый и структурный. Поэтому в основе моего грунта есть торф. Его приблизительно 70% от общего объема. Любую рассаду я предпочитаю выращивать с биогумусом. Биогумус – это органическая подкормка, которая действует медленно. Это будет моей подстраховкой. Биогумуса должно быть приблизительно 10% от общего объема, а 20% у нас займут разрыхлители. Ваш грунт станет воздушным и оптимальным для прорастания молодой корневой системы. Ну что, грунт мы с вами приготовили. Посмотрите, какая хорошая получилась структура. Следующий шаг зачастую дачники пропускают. Они забывают то, что в готовом грунте, хоть и есть небольшая доля питания, его будет недостаточно для того, чтобы растение росло и гармонично развивалось. Поэтому наша с вами задача добавить в грунт
Питание. Для подкормки своих растений я буду использовать органическое питание ProSteam. Это маленькие гранулы, которые действуют весь период роста и вегетации рассады, и его будет достаточно, добавив его один раз. Удобрение от компании Steam Garden полностью органическое, его будет достаточно 3 граммов на 1 литр грунта. Такую рассаду вам не придется пикировать, пересаживать, вы просто будете досыпать грунт уже в подросшую рассаду. Поэтому на данном этапе мы забиваем мешочек где-то на 2/3. Со стороны такой метод может показаться очень нуторным, ведь нужно время, чтобы забить те самые мешочки. Но забив их один раз, вы освобождаете себе время в дальнейшем, вы не будете его тратить на пересадки и пикировки. Еще одна проблема, с которой сталкиваются дачники, они хотят слишком сильно заботиться о своей рассаде и очень часто ее заливают. В таком методе мы исключаем перелив. Сейчас вы будете поливать в поддон и не будете обхаживать каждое растение. Семена томатов хорошо хранятся и быстро прорастают. Они не теряют всхожесть 10-15 лет, поэтому не бойтесь, если срок годности на вашей упаковке истек. Но если вдруг у вас есть какие-то сомнения в качестве семян, вы можете использовать натуральный стимулятор прорастания. Это суспензия хлореллы. Хлорелла – это водоросль, которая стимулирует прорастание наших семян. Проращиваю я их в чашах Петри, вот на таких ватных дисках. Достаточно совсем немного, чтобы смочить ватный диск. Раскладываем семена по поверхности и накрываем крышечкой. Замоченные семена таким образом дают очень дружные всходы. Попробуйте. У меня опыт проращивания семян большой, поэтому сеять семена я буду сухим способом. А вот грунт, который у меня находится в мешочках, я пролью водой с добавлением хлореллы. Хлорелла способствует корнеобразованию растения, активизирует почвенную микрофлору и повышает иммунитет растений. Семена томатов мы заглубляем на глубину примерно полсантиметра. Если глубина посева будет больше полусантиметров, скорее всего, ваши семена начнут подгнивать, и вы можете не получить всходов. Засыпаем грунтом и ждем наши всходы. А ваша задача не допускать пересыхания грунта. Уже 15 лет я нетипичный фермер. Любую рассаду я рекомендую досвечивать. Досветка томатов будет 12-14 часов. За свою долгую огородную жизнь я много экспериментировала, и теперь с уверенностью могу сказать, что абсолютно всю рассаду я выращиваю только под полноспектральным фитосветильником. Благодаря светильнику наша рассада растет коренастой, не вытягивается и получается очень здоровой. Но будьте внимательны, под мощной фитолампой рассада вырастает еще быстрее, примерно на 7-10 дней. Я хочу пригласить вас в гости к своей коллеге, которая профессионально выращивает помидоры. Дорогие дачники, рада представить вашему вниманию нашему агрогостю. Это Света, мы находимся у нее дома. В самой святая святых этого дома, я считаю, потому что за моей спиной настоящая сокровищница. Свет, что у тебя там такое? Но на самом деле считаю, что тоже это ценно, когда ты выращиваешь свой урожай, и у тебя есть возможность его вырастить здоровым, урожайным и закатать в баночку. И не только в баночку, а еще и в бочечку. У тебя там соленые, я вижу вяленые томаты, конечно, консервированные. Мы сейчас все это внимательно рассмотрим. Свет, сколько лет ты выращиваешь овощи? Не знаю, сколько я выращиваю овощи. Вот как появился в моей жизни самый лучший мужчина, с тех пор я занялась садом и огородом. И с тех пор у меня появились маленькие грядки. Когда уже переехали мы в новый дом, здесь, конечно, много было простора для выращивания овощей. И именно тогда у нас возникла мысль, что такой погребок нам необходим. Мы хотим узнать, какие помидоры твои самые вкусные. Наверное, ты нам сейчас покажешь в баночках, потому что зимой другой возможности увидеть томаты, которые ты выращивала, нет.
Конечно, покажу. Пойдемте в погребочек. Сколько же тут красоты. Чтобы это все вырастить, какой должен быть огород? Сколько у тебя грядок? Так скажем, у меня теплица 6×4, в которой я выращиваю только томаты. А в другой теплице, теплица разделена пополам, я выращиваю перцы, баклажаны и огурцы. Ну и небольшие грядочки еще в открытом грунте. В открытом грунте все-таки томаты, они такие настоящие. Хочется, да, таких томатов крупноплодных, и мне нравится сорта именно выращивать. Давай расскажем, что у тебя в банках. Я некоторые томаты узнаю сразу. Вот это вот однозначно томат уникум. Он идеален в консервации. Посмотрите, какие томатики, все ровненькие, один к одной. А это Сладкая феерия. И это из открытого грунта. И смотри, здесь маленькие огурчики. Какие они хрустящие, я прям чувствую их вкус. А какие томаты более крупного размера ты бы посоветовала для консервирования? Более крупный размер томатов у Викуси. Ну вот скажи, вот эта баночка. Какой-то необычный способ. Да, это способ консервирования в яблочном соку. Какая вкуснота! Ароматный сок выпивается как яблочный. И томатики здесь, конечно, тоже мясистые, потому что Викуси это самый мясистый томат. Он идеален для консервации. Идеален для консервации. А еще я вижу у тебя несколько баночек вяленых томатов. Расскажи, какие томаты ты вялишь? Вяленые томаты это, конечно, экзотика. И считаю, что самый лучший томат для вяления это томат Гилгал. Ну, ты знаешь, это огромный большой томат. Урожайность просто зашкаливает. С одного куста можно получить больше 10 килограмм, если вести его в 2 ствола. И вот так вот масса застывает. Это ничего страшного. Полежит в тепле, томатики сразу можно на бутербродик или просто так. Очень вкусно. Я вижу у тебя острый перчик тут. Флорентина. Флорентина, да. И здесь тоже Флорентина заложена маленькими кусочками. У тебя же не только целиком овощи. Ой, ничего себе, тут даже смородина. Вместо уксуса в качестве консерванта еще рекомендую добавлять красную смородину. Но, признаюсь, огуречки все-таки мне больше нравятся стандартным способом. Узнала вот эти огуречки? Ну, конечно, это знаменитый квирк, самые маленькие огурчики, снековые. И в консервации они просто идеальны. И детки очень любят. А это? Что это? Это лечо знаменитое, но, естественно, из семян нетипичного фермера. Я обожаю вообще выращивать перец. У меня всегда он урожайный. Сажаю больше 50-60 кустов. И в этом году я еще выращивала мини-перчик Кеша и Ники и целиком их консервировала, не удаляя даже семена. Мне очень понравилось. Конечно, острый перец тоже не вынимая семян, мы консервируем. И это отличная закуска к мясу. Ну тут огонек. Огонек. Ой, ну это просто сокровище. Я не знаю, соленые помидоры в дубовых бочках. Вы только посмотрите. Если бы только камера передавала эти божественные ароматы. Посмотрите, как тут все красиво. Укропчик, целиковые томатики. Этот томат я узнаю из 1000. Томат Викуся, названный в честь моей дочки. И он действительно идеален для консервирования и для засаливания в бочках. Свет, ну рассказывай, я смотрю, у тебя тут много разных томатов. Да, здесь разные томаты. Викуся на самом деле самый крепкий томат для засолки. Причем этот метод, он быстрее происходит, чем консервирование, ну знаешь. А соленые помидоры, сколько они могут храниться в бочках? Что дольше хранится у нас? То, что в банках или то, что засолено? Соленые помидоры столько же могут храниться, сколько и банки. Сколько банки ты хранишь? Ну, 2 года 2 даже года бывает. максимум, 2-3 да. года, да. Съедается все. Ну, да. Но здесь самое главное температурный режим. Ну, во-первых, это дубовая бочка, которая держит температуру сама. И плюс еще здесь плюс 3 градуса. При более низкой температуре помидоры будут портиться и закисать. У меня слюнки уже потекли. У меня тоже. Все, друзья, мы отправляемся на дегустацию. Невозможно просто около них сидеть. Полный рот слюней. Я по секрету вам скажу, что это уже не первое. Очень вкусно. Очень вкусно. Это просто божественный вкус. Всем рекомендую. Выращивайте свои томаты.
Консервируйте, солите и радуйте своих близких. Я надеюсь, сегодня вы узнали много нового о томатах и, конечно, научились их сеять. А с вами была Анна Акинина. Увидимся в следующих выпусках «Жизнь с нетипичным фермером».